Всем привет! Это канал Мечтательница у моря. Меня зовут Саша, и я рассказываю о своей жизни в Новороссийске и не только. Добро пожаловать! Привет всем! Как видите, я уже в Новороссийске, и я хотела записать это видео на улице, но у нас сильный такой ветерочек, и там достаточно шумно и даже немножко прохладно. Если что, на дворе 3 мая, я сегодня выходила на улицу в шапке. Ну ладно, видео не об этом. Я хотела закончить рассказ о своем путешествии в Стамбул и рассказать, во сколько мне вообще обошлась эта поездка, сколько я денег потратила, потому что многие из вас видели то видео, в котором я говорила, что у меня нет денег, но я все равно еду. Вот. Ну и поделиться некоторыми лайфхаками, которыми я пользовалась, чтобы мне было удобней в моем путешествии и дешевле. Короче, начнем. В общем, история была такая, что в Стамбул я на самом деле не собиралась. Точнее, я думала об этом, но все время смотрела на билеты и понимала, что это будет достаточно дорого. Чтобы вы понимали, 2 года назад, точнее 1,5 года назад, я летала в Стамбул из Сочи. Ну, там просто не совсем был Стамбул, у меня там была более насыщенная поездка с Батуми, Трабзоном и так далее. Но суть в том, что билет в одну сторону из Стамбула, например, в Сочи был там в районе 10-12 тысяч рублей. То есть туда-обратно, вы понимаете, это примерно 25 тысяч. И приблизительно по такой же цене, может быть, немножко меньше, а может быть даже по такой же, я летала за год до этого. В общем, я понимала, что 25 тысяч сейчас на билеты, плюс там еще будет проживание, еще какие-то траты. Это для меня сейчас, достаточно накладно, потому что свободных денег у меня толком не было. Но тут я сижу в баре, мониторю билеты, а я это стараюсь делать постоянно, особенно по тем направлениям, куда я хочу. Я мониторю билеты и вижу, что билет туда из Краснодара, это мой ближайший аэропорт, в Стамбул, будет стоить что-то там 4 с чем-то тысячи рублей. 4 800, что-то в этом роде. Я такая, что? Ну, такая думаю, наверное, обратный билет будет стоить дороже. Ну, потому что так обычно и бывает, что типа туда дешевый, а обратно, и получается общая тоже большая. Я смотрю обратный, причем на дату, которую мне удобно. То есть мне удобно вылетать в субботу, возвращаться в субботу. То есть чтобы у меня было 5 рабочих дней, которые я, условно говоря, не работаю, и выходные я прилетаю, улетаю. Добраться от Краснодара до Новороссийска 3 часа. Ну, в общем, вы понимаете, мне прям удобно. То есть улетать в субботу, прилетать в субботу. И я смотрю, эти билеты стоят 11 тысяч рублей. То есть там, 11 с чем-то. Я не помню точно. Приложу скриншотик, если что. Без багажа. Я такая, это просто золото цена. Я понимаю, что надо брать. То есть где-то 3 минуты я колебалась. Спросила мнение близкого человека. Он мне сказал, конечно, лети, ты чё? Я такая, ладно. Я покупаю билеты, еще в тот момент не отпросившись с работы, не понимая, сколько там стоит жилье и так далее. Я покупаю эти билеты, сразу пишу своему начальнику, прошу на следующую неделю отпуск. А это было, чтобы вы понимали, то есть в субботу вылет, я покупаю билеты, по-моему, это была среда. Да, по-моему, это была среда. Вот, я покупаю билеты в среду вечером, уже понимаю, что я в субботу вылетаю. У меня 2 дня на все про все, чтобы решить все вопросы. И договориться. Конечно, у меня был план Б, что если вдруг меня не отпустят в отпуск, что было маловероятно, потому что у меня очень лояльное руководство, и я, в принципе, не злоупотребляю отпусками, выходными, больничными и так далее. То есть я такой ответственный, работник. В общем, план Б был в том, что я все равно полечу, просто буду работать оттуда.
Но на следующий день мне начальник ответил, и меня отпустили в отпуск. И я такая, yes, все. Дальше мы решаем все остальные вопросы. Билеты, если что, покупала через Тинькофф для путешествия. И там еще даже был какой-то кэшбэк. Вот, покупала я их с кредитки, потому что, ну, сами понимаете, денег у меня особо свободных не было. Поэтому я такая, ну, надо, короче, пользоваться теми инструментами, которые у меня сейчас есть. И, естественно, я все это быстренько потом закрою. Далее я ищу жилье. Я была настроена на самые дешевые варианты, но при этом, ну, конечно же, не в жопе мира. Я ищу жилье, даже рассматриваю хостелы, потому что у меня был опыт проживания в хостеле в Стамбуле. И тут я натыкаюсь на ту гостиницу, про которую я уже рассказывала. Я искала жилье через Trip.com. Ссылку прикреплю в описании этого видео. Если что, вы по ней перейдете и получите даже небольшой бонус за первое бронирование. Вот. Я ищу жилье, и жилье у меня выходит в 17 тысяч рублей. Даже, по-моему, в 16 с чем-то. Вот. И чтобы вы понимали, это не хостел, это гостиница, хоть и не самая новая, а требующая ремонта. Но там достаточно чисто, там в номере есть холодильник, там есть горячая вода в душе. Ну, то есть все достаточно прилично. И мало того, в эту стоимость входили еще завтраки. Да, они были простые, но тем не менее, когда вы экономите, это прям очень супер-супер-супер классный подарок. Вот, завтраки экономили тоже мои деньги, потому что мне не хотелось с утра кофе и круассанчик, я уже была сытая и ограничивалась просто кофе. Итак, жилье у меня было. Жилье я, по-моему, забронировала в пятницу, либо в четверг вечером, я не помню. Ну, то есть я прям на него смотрела, я там несколько вариантов отобрала себе. Чтобы вы понимали, на Trip.com можно покупать с рублевых карт, то есть без проблем. И меня это устраивало. Естественно, иностранные карты, визы, там, MasterCard у меня нету. Вот. Дальше я еду в Стамбул. Ну, естественно, у меня был уже план, я уже понимала, что у меня вылет днем, значит, мне надо рано утром выехать в Краснодар и приехать в аэропорт. Ну, в общем, все там достаточно стандартно. Как я платила в самом Стамбуле? Если вы уже бывалый путешественник, вам, наверное, не интересна будет эта часть видео. Можете даже промотать немножко дальше. Но если вы собираетесь, например, первый раз или там первый-второй раз, то я вам расскажу про свои лайфхаки. Я полетела в Стамбул, у меня не было с собой ни наличных рублей, ни наличных долларов. Ничего. Я хотела снять на всякий случай в аэропорту, типа что-то порядка 10 тысяч рублей, чтобы потом поменять их. Но так получилось, что там в международном терминале нет банкоматов. И я такая, ну ладно, нет так нет, как бы это не проблема. Но на всякий случай рассказываю, что рубли в Стамбуле можно поменять запросто. Не во всех обменниках можно, но обычно там в центре есть целый ряд обменников, которые меняют по достаточно хорошему курсу, по приемлемому курсу. То есть проблем с этим вообще нет. Но я летела без ничего, у меня было с собой только 2 карты. Первая карта – это моя турецкая карта от проекта «Летим». Она у меня уже несколько лет, года 3, наверное, или 4. Она уже хорошо себя проявила. Показала, я ее заказывала, как только этот проект появился. Что такое Летим? Летим, короче, это карта системы Трой, это типа нашего мира, это только Турция, их национальная платежная система. И этой картой можно там платить. Кроме того, можно платить через приложение по QR-коду, если у вас есть постоянный интернет на телефоне. У меня он был, поэтому я так и делала. Я просто карту практически не доставала никогда. Где можно, я платила QR-кодом. Чтобы платить QR-кодом, там надо просто сказать волшебное слово на кассе «Каракод». Каракод – это у них QR-код, и они сразу понимают, что надо кассу перевести. Ну, то же самое, что у нас по СБП. В общем,
я делала так. Плюс у меня была еще вторая карта, которую я тоже платила. Ей платить было даже выгоднее, чем Летим. Ну, Летим у меня был такой второй, как бы более такой проходимый вариант, потому что Union Pay от Россельхозбанка, она проходит не везде, но много где. Благодаря тому, что у меня телефон Huawei, и я могу платить прям телефоном через Huawei Pay. Я так и делала. Это очень удобно. Естественно, пополняешь карту по СБП, как обычную свою карту. У меня рублевая Union Pay. У меня как бы не было никаких проблем с ней. И она много где там принимается. Кроме того, с нее можно снимать. И сейчас комиссию сделали 250 минимум рублей. Но тогда была комиссия меньше. По-моему, там что-то около 200 рублей. И можно было снимать там до, в зависимости от банкомата, до 10, до 20 тысяч лир за раз. Или там за сутки, я не знаю, короче. Но мне так много не надо было. Поэтому я прилетела в Стамбул. Я сразу нашла банкоматы, которые не берут комиссию лишнюю за снятие. То есть у меня была только моя комиссия моего банка. И я сняла сразу там какое-то количество наличных. Я не помню сколько, ну типа там 5000 лир, условно говоря, я сняла, чтобы у меня были эти наличные, чтобы их как-то потратить. Далее, я очень такой путешественник, подкованный, тем более в Стамбуле я была уже 7-й раз. Естественно, никакие такси, никакие трансферы мне были не нужны, тем более я приехала днем. Но даже это не проблема, потому что из всех аэропортов Стамбула ездят прекрасные автобусы «Хаваист», на которых можно доехать до центра и до основных районов города. Вот. Стоило это примерно 400 с чем-то лир, я не помню точно. Ну вот я сняла наличные, пошла с этими наличными в кассу, пополнила свою транспортную карту стамбульскую. Если такой карты нет, то можно просто в кассе дадут билетик и также сесть на этот автобус. Ничего страшного. Вот. Но я пополнила карту и заплатила этой картой уже непосредственно в самом автобусе и добралась до центра города без проблем. Транспортная карта у меня давно, даже у меня их 2 на всякий случай. Вот, и они меня всегда выручали, так как я очень люблю транспорт стамбульский, очень люблю паромы и часто ими пользуюсь. Еще один вопрос, о котором я хотела бы рассказать, это связь в путешествии. И со мной уже долгие годы, ну как, точно, года три, наверное, если не больше, со мной eSIM от eSIM, как бы это странно не звучало. В общем, это тоже eSIM-карта, если ваш телефон поддерживает ее, то есть это айфоны, это некоторые модели Huawei. В общем, это надо проверять. Если телефон поддерживает ее, то можно просто купить в один клик российскими рублями и ехать, и не беспокоиться, что вы будете без связи. Я была со связью сразу же, как приземлилась в аэропорту Стамбула. И, собственно, на протяжении всей поездки я была со своим интернетом. То есть мне никакие Wi-Fi толком и не были нужны. Такие вот дела. Сколько же я в итоге потратила? Давайте посчитаем вместе. 11 тысяч рублей стоили билеты на самолет без багажа. Но вы помните, что я улетала с багажом. То есть я докупила еще багаж. Это стоило мне 2200 рублей. Чемодан я купила непосредственно в Стамбуле и уже полетела уже со своими вещами, с какими-то подарками спокойненько в Краснодар. В общем, в итоге билеты порядка 13-14 тысяч рублей, плюс 17 тысяч рублей гостиница. И там я потратила примерно, ну, я думаю, что до 30 тысяч я потратила, не больше. Потому что по Union Pay там точно порядка 20. И что-то я закидывала на Летим, но там точно не очень много. Вот. Но надо учитывать, что я сильно не устраивала какой-то шопинг. Я купила себе классные кеды, кроссовки точнее. Я купила себе лосины, я купила
там какой-то платочек. Я каждый день брала себе кофе за 200 лир, ну, по-разному. Иногда за 150, иногда за 200 лир. В общем, я бывала в барах, где достаточно дорого пить, потому что алкоголь в Турции дорогой. Я кушала нормально. Ну, не сказать, что я прям там сильно шиковала и ходила по ресторанам. Нет, я, конечно, и уличную еду ела. Но, в общем, я, можно сказать, ни в чем себе не отказывала. И не сильно экономила, хотя у меня была экономная поездка. Вот. Бюджет мог бы быть больше, если бы я, наверное, больше ела. Но я в путешествиях как-то меньше ем, так получается. И больше мне интересна какая-то уличная еда, интересная то, что интересно пробовать. Я потратила достаточно много на транспорт, потому что, как я говорила, у меня 2 транспортные карты. И вот в тот момент, когда мне надо было уезжать, я хотела пополнить транспортную карту свою первую, чтобы доехать до аэропорта. То есть это мне нужно было закинуть 400 с чем-то там лир на карту. И билетоматик, вот этот, где пополняется карта, он мне пишет: а вы можете пополнить только на 191 лиру. То есть у меня закончился там лимит, там есть месячный лимит пополнения этой карты. В общем, я достала вторую, пополнила вторую, все нормально случилось. Вот, лимит не помню сколько, напишу. В общем, это значит, что я потратила точно около лимита на свои поездки на транспорте. Но, надо сказать, я много каталась. Я могла там в день туда-сюда мотаться по всему городу и использовать паромы по 3-4 раза на день. Плюс трамвай, плюс метро. Ну, в общем, сами понимаете, это все по мелочи и складываются в большую сумму. Но я не считаю, что на этом нужно экономить, особенно если плохая погода в городе. Короче, вот такая цифра приблизительно получилась. То есть это, ну, давайте грубо посчитаем, что 30 я потратила. Ну, мне кажется, что даже меньше. Плюс вот 17 и 14. Как вы считаете, это много или мало за одну поездку недельную в Стамбуле? Жизни не в хостеле и так далее. Можно было дешевле? Можно было. Можно было сильно экономить, отказывать себе в кофейке вкусном, который мне нравится в Стамбуле. Но я хотела атмосферы, и я хотела ощущений классных от своей поездки. И у меня это получилось. Я очень довольна, как я съездила. Я очень, правда, очень довольна. И я надеюсь, что у вас тоже будут какие-то такие поездки, спонтанные, но при этом классные. Очень классные. Я уже планирую свою следующую поездку, но пока не знаю, куда именно она будет. Потому что у меня там есть несколько разных вариантов и по времени, и по месту. Посмотрим, как оно пойдет. Не загадываю. Смотрю на билеты, да, смотрю на билеты периодически. Прикидываю разные варианты. Будем верить, что все получится, и в нашей жизни будет больше путешествий. И вам я тоже этого желаю. Поставьте лайк, если не сложно, и пишите в комментариях, много или мало я потратила за поездку, на ваш взгляд. Недельная поездка в Стамбул. Жила практически в центре города, в пешей доступности от него, буквально в 2 остановках. В своем номере, не в хостеле, и у меня были завтраки в отеле. При этом я еще привезла подарки, купила чемодан. Ну, в принципе, хорошо так отдохнула. Жду ваших комментариев. Пока-пока.